Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками и прямыми эфирами. Прямо сейчас со мной на связи блогер Денис Елисеевич. Денис, приветствую вас. Здравствуйте. Друзья, всем большое спасибо за то, что присоединяетесь, за то, что ставите лайк, высказываетесь в комментариях, ну и, конечно, за то, что подписываетесь. Подпишитесь на Дениса, подпишитесь на этот канал и, конечно, присоединяйтесь к обсуждению, потому что, кажется, мы на пороге нечто экстраординарного. Обо всем по порядку расскажу, едва только напомню, что QR-код, который видите на экране, это возможность, если работает у вас этот сервис, поддержать канал и на экран чего-то вывести, вопрос, мнение, пожелание, предложение. Вопросы для финальной части эфира принимаются в сообществе YouTube в закрытом клубе зрителей и прям в чате трансляции, но заранее, пожалуйста, их не пишите, пишите в самом конце, это как такая гарантия, что вопрос вы зададите и ответ получите, ну и досмотрите, конечно, эфир до конца. Начнем с общения непосредственно с вами, уважаемые зрители, которые в чате. Вам предлагается проголосовать. Закончите предложение. Покровск – это ворота в варианты. В ад эскалации и потерю территорий, ну, имеется в виду новую, в развал фронта, кто как трактует. Минск-3 и заморозки, то есть стандартная история, там, Дебальцевский котел, Иловайский котел, всегда какие-то Мински происходят, и вот сейчас такой условный, гипотетический Минск-3 вызревает, назревает и, в принципе, логичен. Следующий вариант, это как бы ворота в Шатун. То есть полностью подрывается имидж военно-политического руководства Украины, Зеленского, который все опровергает, Сырского, который отчитывается о победах. Ну и еще один вариант – никуда, то есть в никуда. Скажут, что так и надо было, скажут, что ничего нет. Ну, в принципе, мы это наблюдаем последние часа полтора, да, выходит министр внутренних дел, говорит, в Купянске ничего нет, никакого генштаб выходит, никакого окружения. По поводу Покровска так вообще, смотрите, повесили флаг, его прям взяли и сбили дроном, поэтому не переживайте. В общем, это не то, что вы видите, не то, о чем сообщают. Можете выбрать из 4 вариантов, Денис? Покровск, вот вся ситуация в Покровске, это вот куда? Это предтеча чего? Куда ворота? Если честно, непредсказуемо, но я бы выбрал в никуда. Вот честно вам скажу, выбрал бы в никуда. А так вариант может быть любой, но тут нужно всегда делать поправку на президента Трампа. Какой бы из этих исходов мы ни разобрали, там будет его максимальное влияние. И как раз сейчас ситуация подошла к тому, что не все так просто. А на триколоры я бы эти все не обращал внимания, как и на тот, который в превью вы поставили картинку с нашим с вами эфиром. Это все... Понимаете, даже если русские захватят Покровск, это, конечно, будет для Зеленского большой удар политический. Я никогда не забуду, вы помните, по-моему, Генассамблея ООН заседала в Нью-Йорке еще при президенте Байдене. И Зеленский там говорит, я верну 2 областных центра, что-то такое. Помните, Бахмут и еще 2 областных центра, что-то вот он такое там рассказывал, это на камеру попало. И я хорошо помню фортеця Бахмут. Я точно не учу военных воевать, но то, что было в Бахмуте, это было тоже чисто политическое решение. И сейчас мы подходим к тому, о чем я уже, наверное, годами, можно сказать, кричу. Каждые следующие полгода войны, каждый следующий месяц войны будет приводить только к худшему. Вот сейчас мы же говорим об опасности, о Покровске мы говорим. Значит, ситуация на самом деле плохая. Конечно, вранье, то, что вы сказали, там Генштаб, они врут, естественно. Ну, Саш, все как всегда. Ну, все как всегда, но тем не менее, понимаете, просто тут какой момент? Ведь военным образом это все прикручивается в большую политику. И даже Путин, который сегодня, ну там, чай пил, сладкий стол у него был с своими военными, он так сделал таких 2 мощных посыла. Один посыл мощный имеется в медиа, да, в мировую медиа. Это по поводу Посейдона, что тоже и Сарматы скоро будут Посейдоны, то есть это вот продолжение темы вот с буревестником. Это понятно, кому сигнал, да, это сигнал в Америку, с одной стороны. Ну и сигнал в Украину, с другой. Причем я хочу, чтобы мы оба рассмотрели. Начнем со второго, а потом перейдем ближе к Трампу. Смотрите, то есть командиры, ну, Путину высказываются, что они не против, чтобы в котел, в зону окружения запустить журналистов украинских, российских, всех на свете запустить, чтобы они пообщались с военными,
приостановить на это время боевые действия. И да, вот это он говорит, как бы принцип Азовстали, extraction, по большому счету. Смотрите, тут сразу несколько можно перечислить ударов по Зеленскому. Удар первый. А ты способен в таких условиях, ну, выдержать перемирие? То есть дашь приказ, и все перестанут стрелять. Второе. Готов ли Зеленский к экстракшену а-ля Азовсталь? И третье. В смысле журналистов запустить? Прям журналистов? Прям всех и украинских тоже? То есть это же абсолютно подсвечивание того, что там происходит, к чему, понятно, украинская власть не готова, чтобы, потому что там даже через сито пропускают вот этих корреспондентов, которые там на передовую ездят или в ту сторону показывают изнанку войны. То есть мы понимаем, что вот я не хочу, конечно, делать такие выводы, но они напрашиваются. Как в Белом доме, в овальном кабинете унизили Зеленского в Америке, ровно так же сейчас по поводу этой ситуации происходит такое медиа-унижение с российской стороны. Кто скажет, это там информационная война, там военная пропаганда и так далее, Они, мол, не обращайте внимания. Но по большому счету на эти 3 предложения надо что-то отвечать, а отмолчаться не получится. Как вы думаете, выдержит ли вот это напряжение, когда условно, там Венса еще обсудим, он интервью давал, когда Америка так себя ведет, ну и, понятное дело, Россия перенимает, как бы тоже вот эту медиа-ловушки расставляет для Зеленского. Но если начинаем с Украины, вы сказали со второго, начинаем с Украины. Во-первых, ни в какую вторую Азовсталь я не верю. Это, вот как вы правильно сказали, все через призму политики. Для Зеленского будет большой удар. По поводу заявлений Путина, это, безусловно, военная пропаганда, но другой разговор, что в очередной раз КГБ переигрывает КВН в нестандартных решениях. И с вами на эфирах мы обсуждали, я говорил, и к Трампу, и к Путину нужно обращаться с нестандартными предложениями. А получается так, что для КГБ вот это КВН настолько читаемое, они с легкостью ставят их в тупик. И даже насколько бы я не был против этого КВН, я в ракурсе Украины, как проукраинский человек, мне это страшно не нравится. И, конечно, Путин этим заявлением мощно ударил по Зеленскому. Тут нужно это признать. Зеленский сейчас просто заложник своих решений. Вот он упирается в какую-то тему для того, чтобы удержать власть, не заканчивать войну, не искать компромисс, не обсуждать вообще выборы, там, политический процесс не восстанавливать. Но вот то, что сейчас сделал Путин, на самом деле Зеленский ему сам простелил к этому дорогу. Почему? Потому что к этой ситуации нельзя было приводить. Понимаете, ситуация очень плохая, ее можно было избежать как? У нас были много вариантов. Я все время на эфирах вспоминаю, а все как-то забыли, там Зеленский Си Цзиньпиня вспоминает, а китайцы свой план давали 12 пунктов. И вы знаете, там план не супер страшный какой-то. Этот план выглядит лучше, чем мы видим сегодня. Но все в Гугле есть, Зеленский все отвергал, нет ни в коем случае, никакого расхода по линии разграничения. Ну так ситуация ухудшается. Будет линия разграничения через полгода хуже, чем она сегодня. И не факт, что тогда можно будет вообще это обсуждать. Поэтому все вот так. Что касается Посейдонов, президента Трампа, смотрите, там они вот этот вот буревестник или как там, 8 тысяч километров или сколько, где-то ракета, это все типичный Путин. Он брязгает оружием, потому что больше ему нечем похвастаться. Трамп ему ответил: сядь, успокойся, у нас подводная лодка атомная возле тебя, нам не нужны ракеты с таким подлетом, успокойся. А Путин продолжает нагнетать. Про этот Посейдон Соловьева уже все слышат, наверное, 7 лет или 6 в эфирах. Вот он этим Посейдоном пугает Нью-Йорк, Майами, побережье, пепел, все. Ничего этого не будет. Ничего этого не будет. Здесь я поддерживаю, по-моему, министр обороны Бельгии сегодня сказал, если Россия вздумает применить в любом виде ядерное оружие, то Москву сотрут с лица земли. Я не сильно большой сторонник этого министра, он так себе персонаж, но здесь он, конечно, правильно сказал. Путину нужно успокоиться. Путину нужно сделать четкие требования. Если ему не нравится Зеленский, я знаю, на Аляске это обсуждалось, нужно сказать: убираем Зеленского, проводим выборы более четко. А он как бы играет с жизнями людей. Так или иначе люди погибают. И здесь хорошо сказала конгрессвумен Анна Паулина Лунная. Вы читали, нет? Она сказала, европейские эти ястребы войны разжигают, а умирает там молодежь с двух сторон. И она назвала их социопатами. Но я думаю, Путин тоже социопат. Как и Зеленский. Ну, тут смотрите, тут же мы же видим, наблюдаем игру на другом порядке, да, на другом уровне. Понятное дело, ну, там, Америка вводит санкции.
Это спорный вопрос, какие они там по силе, там западная пресса пишет, что это средний какой-то вариант, не легкий, не тяжелый, Да. кто-то пишет, что это как бы мертвому припарка, одни смеются над Дмитриевым, который сразу поехал в Америку и провел ряд встреч, другие говорят, не-не-не, смешного тут мало, потому что вот сегодня, вот перед нашим эфиром вышел Дмитриев и говорит, ну, фактически он признает, что вот эта вся история с Украиной, да, нужно договориться с США и Российской Федерацией. То есть вот и в течение года это вот такой итог визита Дмитриева, да. Визит, кстати, был неплохой, нормально с той же Анной Паулиной Луной шоколада покушали, вот этого, который привез. То есть идет определенная работа, но украинцы вот дальше являются заложниками вот этих двух отношений. США и России. И то, как они себя ведут, это они друг другу показывают. Тот говорит, подлодка у меня крутая какая-то, супермощная в мире. Тут говорит, самый какой-то крутой Посейдон, который ничем не сбивается, не обнаруживается. Или там буревестник, который летает только сколько хочешь. Это их отношения. Но где здесь Украина? Вот важный вопрос. Потому что, с одной стороны, есть люди, которые утверждают, что Зеленского как бы списали. И вот эта история с а это троллинг, это КГБ, КВН, я с вами полностью согласен. То есть конкурс капитанов, только там капитаны со звездочками, понимаете? И это видно. Это видно, как условно в 4 руки, играя между собой, раздевают прежде всего Зеленского, а он сам как бы остается в одежде и раздевает всех украинцев. И получается, мы вот бегаем, голые, неприкаянные, а непонятно, будут ли деньги на следующий год. Вот до сих пор непонятно. Вот Европа нам поможет, а Европа до сих пор не приняла никакого решения. Они там ходили, рядили и говорили, ну давайте там в декабре договоримся по поводу этих же российских денег. Но очень мощно будут разрабатывать план. План остановки по линии боевых действий. Прям об этом плане нам объявляют заранее. Что вы думаете по поводу плана Европы? Насколько это согласованная или вообще не согласованная с американской стороной история? С американской стороной я имею в виду американскую администрацию. И ну, вот недавно же была годовщина плана победы Зеленского. Ну вот, год назад, 16, по-моему, числа, он выходил и читал с трибуны. Ну и мы можем, в принципе, за год оценить, что сбылось, что не сбылось. Этот план будет с европейцами, который назревает на конец недели, такой же? План – это цирк, и обсуждать его вообще всерьез не имеет никакого смысла. План еще только пишется, а выходит Зеленский и говорит, да, план будет, но Путин его не примет. Это говорит президент воюющей страны. Знаете, вот это уже настоящая КВН. Вот вы смеетесь, это действительно, что посмеяться только. Ну как это вы в такой важный момент? Ну вы представляете, я тоже там в другом эфире говорил, вот сейчас Израиль-Газа, там мирный план, Витков, все работают, Рубио, Венс. А если бы кто-то вышел из сторон и сказал, ну мы тут пишем план, но там, допустим, Газа его не примет. Это сразу себя обозначили бы как несерьезные люди. И он выходит, это говорит. А зачем тогда тратить время и кому нужен план, который не сработает? Давайте писать план, который сработает. Но они такой план не напишут, Зеленский. Почему? Потому что он будет... Это план, который реально сработает, он подразумевает автоматически политический конец Зеленского, понимаете? И если бы во главе угла стояли интересы Украины, то, безусловно, такой план бы принимался. Но нет. И пока вот так вот это все смешно выглядит, это я вообще не вижу смысла никакого обсуждать. По поводу санкций. Санкции, в действительности, это правда. Санкции средней мощности. Даю вам анонс, много сюрпризов впереди еще. И возможно, еще в этом году, кстати, и для России, и для Зеленского лично. Я не в плане санкций про Зеленского, там есть другие вещи, а про Россию всякое может случиться. Эти санкции через несколько месяцев реально ударят по экономике России, но это никак не скажется на войне. Просто Путину придется закрыть одни затраты, но война у него все равно будет в приоритете. Вот как это работает. По поводу Дмитриева. Вы меня блогером представляете, но это же не совсем так. Я вам могу рассказать. Они реально испугались. И были потрачены огромные деньги для того, чтобы лоббисты очень много чего организовали здесь в Америке в супероперативные сроки. И вот эти шоколадки, мармеладки, это все, так намекаю вам, возможно, оттуда. Большая группа людей работала, реально испугались. Дмитриев, ну, конечно, пропагандист, но, на мой взгляд, один из самых безобидных из всей этой компании их. Поэтому
Я не знаю, про Евросоюз тоже, ну что обсуждать? Вот смотрите, вот к Стармеру летал Зеленский. Опять братались, обнимались. Какой с этого толк? Понимаете, любая вот это вот такой виток эскалации медийной заканчивается, ну, мэр сел или помощник написал пост в X. Мы поддерживаем плечом к плечу до конца. Стармер, мы дадим 5000 там чего, ракет и дронов. Так Стармер слетит с секунды на секунду в Британии с поста премьер-министра. А Найджел Фаридж, который придет с вероятностью 90% на его место, дает интервью, говорит, интуиция мне подсказывает, что Путин плохой парень. И размещать в Украине войска я бы не хотел. А там, где не хочет размещать войска, там не захочет и ракеты давать, потому что, чтобы не посчитали, что Британия вовлечена в войну полностью. То есть риторика будет другой в любом случае, более консервативной. И все, что сейчас говорит Стармер, у которого просто вообще нет поддержки, просто вообще нет рейтинга. Это все пустое. То есть сколько мы раз видели, вы помните, сколько полгода назад прилетали Стармер, Макрон, Шольц, еще там кто-то, Туск, по-моему, и они впятером шли, такая фотография была, ходят, улыбаются. Где результат? Так ничего ж не сдвинулось ровным счетом с места. Ну, сейчас то же самое все. Это для публики. Но параллельным курсом-то война продолжается и становится куда более разрушительной. Выходит Зайчук, это главный Укрэнерго, руководитель, и говорит, что, ребята, в Киеве это будет самая тяжелая зима, потому что удары там 10 и 20 какого-то числа, ну, в общем, серьезно подорвали энергетическую мощь компании. Да, там киевские власти говорят, мы строим новые ТЭЦ, мы там со всеми, тоже так звучит классно, да, второй уровень защиты. Второй уровень защиты. Ух, ничего себе. Но потом он, правда, уточняет, этот руководитель, зам по линии Зеленского, руководителя военно-областной администрации, говорит, военно-гражданской, говорит, что там один шахет, это, в принципе, рассчитано на то, чтобы вот один дрон прилетел, и все. Дальше опять строить заново. Получается какая-то вот бездонная бочка. Да? Ну как, надо же строить? Надо. Шахет один ударил, надо заново строить. Мы строим новые ТЭЦ. Так а старые куда? Старые побили. То есть абсолютное лукавство в отношении грядущей зимы мы слышим из официальных заявлений. Лукавство, которое замешано прежде всего на деньгах и на вот этом восстановлении. Действительно ли апокалиптическая зима приближается в Киев? Просто я почему на Киеве делаю акцент? Потому что если Киев, то все остальные тоже. Вот у всех остальных тоже будет большая беда. Ну, может, там Закарпатье немножко, там рядышком этот переток. Ну и вообще так, Львов полегче, может, будет. Хотя там могут быть другие проблемы. Но по большому счету, если будут проблемы в Киеве, то будут проблемы у всех. Да, я подтверждаю, действительно будет апокалипсис в Киеве. Меня вызывает сильную злость, когда я слышу советы от официальных лиц. Если есть возможность, уезжайте. Киевляне, уезжайте. Вы что, с ума посходили? Ну, 3-5% людей имеют возможность куда-то выехать. А как остальным? Ну, это же вообще уже за все пределы выходит, за все рамки. И по поводу заявлений вот этих там энергетических деятелей, так их назовем. Вы знаете, а зачем вообще выходить и говорить, вот на этом ТЭЦ такое будет защита, а на этом так... Для чего? Ты еще, может, русским все в подробностях выйди, расскажи, координаты дай. То есть какой-то абсурд. И я не устану повторять, а где Мустафа Наем? У которого были миллиардные бюджеты, который спокойно сидит по ресторанчикам в Киеве, его сестра выпускает какие-то тупорылые книги, его брат занимается USAID пропагандой. Где Мустафа Наем, понимаете? Но сейчас какой-то мужик, который там с СЗЧ ушел или что-то такое, все, это кошмар. Остальные там минимальная тюрьма. А чувак просто себе спокойно гуляет. Вот в этом весь вот этот вот постсоветский, все постсоветское устройство. И так было и до Зеленского. Но во время войны такое допускать, это уже просто какой-то позор и абсурд. Людям ничего хорошего я предрекать не могу. Понятно, какая цель у Путина. И поверьте опять, никто не понесет никакой ответственности. Будет беда, никакой ответственности никто не понесет. И это из оперы вообще начало эфира. А зачем было допускать к этой ситуации, когда в эту зиму можно было входить хотя бы на этапе перемирия, в этап перемирия, вот как-то что-то подобное. Нет, абсолютно Зеленский бескомпромиссный, и вы заметите, все последние заявления. Территориями торговать не буду, это не буду, это не буду. Ну как с ним вообще можно вести какие-либо переговоры? Я на стороне Украины, но вот как с Зеленским можно вести переговоры? Просто судя по его риторике.
Ну вот поэтому и не ведут. Поэтому, видимо, переговоры будут вести на уровне США и Российской Федерации, но, простите, Европа его поддерживает. Почему? Вот же главный вопрос. А знаете почему? Он недавно поехал в Швецию. Вот эти самолеты, вы видели, да? Там премьер-министр фоточки за плечо, самолеты показывает, там сделку заключили. Да эти самолеты в Украине будут хрен знает когда и будут ли, еще большой вопрос. И они сразу разговаривают, надо бы в Украине производство оружия. И Зеленский, это же я вам сейчас подведу к чему. Зеленский заявляет, с ноября уже начинаем продавать оружие на экспорт. Вот и вся модель и план Зеленского. Вы там вспоминали план перемоги год. Уже план совершенно новый. Я его называю модель Эрдогана. То есть государство производит оружие. Там у Эрдогана тоже якобы частные фирмы, все знают, что это его производство, из семьи, там, и клана его. То же самое в Украине. Только у Эрдогана Турция не в состоянии войны. И Турцию, собственно говоря, боятся, у них мощнейшая армия. А этот хочет сесть, решать, что, кому, куда. А европейцы видят, ох, какой у нас есть парень. Пускай там в Украине идет война вечно. Между собой они называют Украину не страна, а буфер. Вот эти глобалисты – буфер. Значит, пусть выпускают оружие дешево. Я вам скажу примерное соотношение. 100 тысяч евро трат на вооружение, берем мелкие суммы, чтобы было понятно. 100 тысяч долларов, евро трат на оружие производства в Европе, это 30-40 тысяч в Украине. Понимаете, в 2 раза и более разница в цене дешевле. И они думают, класс, просто класс. Пускай там производят, пускай они воюют, а мы будем комфортно жить. Да, встретим Зеленского раз в полгода, обнимем, поцелуем и выпроводим обратно. Что-то там пообещаем. Это вот для чего нужна Украина. И я на это смотрю, слушайте, 2026 год на носу, самая крупная страна в Европе, и в такое привести, ну это фантастика. Но какие бы они плохие не были, вот эти сейчас, кто во главе Евросоюза, Урсулы, и вот президенты, и премьеры, если бы Зеленский на это не дал добро, этого бы не происходило, все равно последнее слово за ним. Он дал на это добро, и его это устраивает. Нью-Йорк Таймс выпускает расследование. Кинокомпания, которая 3 года назад занималась кастингами для кино, подозреваем для Зеленского, да? Ну, а для кого Миллиард еще, да? Я просто всегда призываю людей вообще, осознайте сумму $1 миллиард США. Просто зашло на счет компании. Да это сумасшествие какое-то. И уже так не прикрыто. И это, кстати говоря, СМИ глобалистов Нью-Йорк Таймс, одно из главных. И это подтверждает то, что я говорил. С Зеленского принято решение сейчас не сбивать резко, а срезать с него власть слоями. И вот эти статьи еженедельно это подтверждают. Так а как воевать 2-3 года? И тоже тут Юрий Луценко его поймал недавно на этом. Ну, там Луценко тоже еще специфический товарищ, конечно, без Мягко вопросов. говоря. Да. Но, тем не менее, знаете, ну как, есть такое выражение политическое животное. Вот Луценко это политическое животное. Он О, да. это как бы, кто-то скажет, пробы негде ставить, кто-то еще, но это действительно вот лицо украинской политики. Он еще там Тимошенко можно назвать, еще каких-то ряд фигур. Так вот, Луценко говорит, смотрите, в какую игру играет Зеленский. Он звонит Туску, Туск делится этим с западной прессой, что 2-3 года, в принципе, Украина спокойно может воевать. Это ну, как бы транслирует на Европу, а внутрь транслирует, мы близки к миру, как никогда. Мы сейчас заставим Россию, и будет мир, и будет прекращение огня по линии боевого соприкосновения. И все так уши развесили и смотрят, как захватывают Покровск, там, Купянск, Волчанск, о котором, видите, как замолчали все. Ну, это дамбу бахнули белгородскую, и все так замолчали. А там же, подождите, водичка что уйдет, а ну, ситуация просто критическая была именно там на севере Харьковской области, и поэтому ну, пошли на такие очень рискованные шаги. Потому что если мы представим, что включат симметричные ответы, ну, мало не покажется всем. Я имею в виду вот так вот без разбора лупить по дамбам и по объектам, которые меняют ландшафт. Ну, ландшафт войны. Это очень тяжелая история. Но к дамбам потом, к трагедии потом. Зеленский, почему ему удается таким простым способом там говорить 2-3 года, а украинцам подождите, у нас окно возможностей, удается усидеть у власти? Ведь по большому счету это заявление на внешнюю публику тоже сложно считать таким уж рациональным, мудрым, взвешенным и классным. Да и а внутри это чистое вранье. Но получается, там соврал, тут соврал. Правда посредине, а посредине я и сижу дальше на своем стуле, на своем троне.
Ну, смотрите, вы говорите, он на внутреннюю аудиторию заявляет, там, скоро мир. Я такого особо не слышу. Я слышу все время, я не готов к компромиссу, я не готов к тому, этого не будет, того не будет. По Не-не, мы поводу хотим ситуации... мира, мы хотим Да, мира, мы за декларирует, мир. да, да. Не-не, Это это он да. последнее время оседлал эту тему. Прям это Знаете, для Путин, кого эти заявления? Путин не Для хочет. Трампа. Да, Путин не хочет, а я хочу, я за мир. Да, это все для Трампа, он знает, что здесь все это документируется, докладывается, это его просчитали. Я вам скажу свою версию на основании там, предыдущей информации и фактов. Туска интервью вышло первоисточник тот же Нью-Йорк Таймс. Это тоже не случайность. И Туск как бы передал часть личной частной беседы с Зеленским. Он же его процитировал. Типа 2-3 года мы можем воевать, но только лишь бы не 10. Переживаю, чтобы не 10 там такое было. Но это тоже крыша едет не спеша. И это тоже сигнал. Понимаете, Туск тоже с глобалистами, это все их ставленники. И он эти месседжи пихает просто на весь мир. Что в принципе 2-3 года еще Украина может воевать. Это же не Зеленский лично вышел, заявил. Он бы сейчас такую глупость вряд ли даже он бы стал делать. Это делает Туск. Что это? Туск ястреб войны. Просто Туск ястреб войны. Венс говорит, значит, его опять спрашивают в интервью о ситуации с Зеленским, значит, как-то вот продумано вместе было с президентом, мол, эта вся ситуация, говорит Венс, что нет, ждали вы, что Зеленский так, мол, взорвется, говорит, нет, он был очень груб, это было, в общем, меня это задело, и было 8 месяцев назад, мы уже как бы перевернули эту страницу, он тоже перевернул страницу, да, перевернул, ходит теперь в костюмах. И в этом же интервью, ну, по крайней мере, так вырвали цитату и распространили, что Венс говорит, это, пожалуй, может быть самое яркое мое, ну, как, яркая презентация, да, себя имеется в виду, потому что понятно, что вице-президент – это высокая должность, но это все равно как бы немножко в тени понятно кого, Трампа, ну там, президента номер 1. Но в то же время Венс говорит о том, что, смотрите, все нормально, все идут к тому, что война движется в сторону того, что не русские невыгодно будет воевать, ну и украинцам подавно. Ну, то есть обе стороны поймут, что войну надо заканчивать. Стратегия, если честно, так себе. Звучит от Венса достаточно провокативно в контексте того, что все равно это больше в пользу Зеленского. Зеленскому нужно, чтобы в Америке сидели и думали, что пускай воюют, пока воюются. На это и расчет. У меня вопрос. Почему и правда ли перевернули эту страницу с конфликтом Зеленского с Венсом, ну и вообще с видными республиканцами или там трампистами, трамповцами, членами администрации, сенаторами, ну, вот тем кругом, который, собственно, считается ближайшим окружением Трампа. И второй момент. Почему Америка выбирает путь давать довоевать? Они условно не надавят на Зеленского, не заставят его что-то предпринимать для того, чтобы войну остановить. Где-то в угоду Путину, ну а понятное дело, где-то Путин в угоду там, Трампу и Украине тоже пойдет на какую-то встречу, на какой-то компромисс. Ну, по поводу Венса, давайте все-таки с конца, почему не давят. Я объясню вам. Такая опция до сих пор остается, но если раньше она была в топ-3 решений возможных, сейчас она намного дальше. Потому что если сейчас, я вам рассказываю, как это здесь рассматривается. Если сейчас резко сбить Зеленского, что будет и кто будет вместо него? Будет фигура, которая не устраивает США. Потому что они смотрят, как Кличко, в сегодняшний день. Кто сегодня имеет рейтинг и реальные шансы? Не через год, через полгода даже можно что-то сделать, через 2. Но сегодня и сейчас таких людей просто нет. Это будет шило на мыло. И поэтому принято решение, как я уже сказал, срезать с него власть слоями. Его резко сейчас сбивать не будут только по этой одной причине. Но вопрос выборов здесь очень актуален. То есть зачем сейчас его сбивать, если мы сейчас можем довести ситуацию до того, что, скажем, весной проведут выборы, его просто не выберут. Вот так все это рассматривается. А Венс сказал, там яркий его перформанс и изменились отношения. Такая принята сейчас риторика. Давай не будем давить, чтобы не давать Путину показывать. Уже раз показали. После овального кабинета Путин подумал, сейчас мы его будем все вместе коллективно размазывать, Зеленского. Сейчас они медийно уравнивают, сохраняя некий нейтралитет. Ну да, Трамп сейчас колет Путина, потому что Путин проявил неуважение
И, кстати, здесь терпение Трампа взорвалось и очень сильно изменилось вообще в администрации отношение к этому вопросу. То есть с Путиным сейчас будет очень жестко разговаривать, но так, чтобы не сорвать переговоры и действовать. Ну, этим и объясняются вот эти Посейдоны и Буревестники, потому что это исторически оправданная история. Ну, вот, тут только начинается разговор на какой-то жесткий, сразу испытания, там что-то подобное. Так, смотрите, выборов-то вообще не предвидится. Ну вот ситуация, например, с Трухановым. Это же какой-то позор. Зеленский, гарант Конституции, выходит и говорит: мне плевать, мне все равно, неинтересно, какой паспорт фейковый, какой настоящий. Мне пришли с СБУ, сказали, есть паспорт, и я лишил его гражданства. И уже после лишения гражданства Труханову предъявляют. И тут давайте подумаем, а что же ему предъявляют? Ну вот уже как бы забрав паспорт. Ну, какие-то, наверное, схемы, махинации, деньги, отмыв денег, продажу какой-то земли. Нет. Дождь пошел, а власть городская проявила халатность, погибло 9 человек. Ну, это в момент вот того затопления Одессы. Очень популистическое, классное дело. Очень популистическое. Люди такое любят. Это признак, это может быть признаком, что вот это вот прямое президентское управление Одессой, а Лысак и начальник Одессы сейчас, да, поставлен президентом, ну, тоже президентом, да, многие говорят, что истекли полномочия, и еще там все будет пересматриваться у самого Зеленского. Ну да ладно. Смотрите, он ставит свое управление, и Лысака настолько не принимают, что нужно вот заводить уголовное дело против Труханова по такой популистической, вообще по поводу популистическому мотивации. Есть такое хорошее слово «догоняют». Вот Труханова сейчас догоняют всеми возможными способами. Как я уже и вам говорил, я точно не фанат Труханова, это не мой герой, но такой беспредел, особенно политический, это точно не признак цивилизованной страны. Абсолютно очевидно, его просто отстраняют от власти. Причин там может быть очень много, и называются разные причины, и кулуарно, и открыто в прессе. Но это нечто, и у меня просто нет слов, и сразу такой случай вспоминается. А когда Берлинская организовывала вот это мероприятие в Чернигове, поубивала людей, русские обстреляли. И как с гуся вода, потому что она приближенная и поет песенку нужную. А Труханов, там вот это случилось, конечно, ужасные случаи, все. И тут, так у нас в Украине таких случаев похожих миллион было. Сейчас можно всех в тюрьму пересажать, мэров абсолютно. У нас жизнь человека ничего не стоит, к сожалению, везде. Поэтому вот вам и все. Это, понимаете, все типично. А по поводу Лысака, я же вам говорю, я попытался вообще биографию человека проверить, о нем ничего не известно. Только последние годы, там, определенный отрезок жизни. Понятно, это спецслужбист, но я бы не хотел, чтобы в Украине, в принципе, люди с такими лицами были в политике. У него лицо не очень человека, который, ну как вам сказать, это не то. Мягко говоря, я не хочу ничего говорить, но это не то. Люди понимают, о чем я говорю. Ну, вы все равно, ну, по поводу Лысака, это же потрясающе его. Говорит, надо месячник чистоты устроить, убраться в Одессе. Понимаете? То есть... Мне жаль Одессу. Знаете, что жалко? Вот вы сказали, Зеленский так преподносит. Такие дешевые способы продать людям какую-то вот эту вот фигню или нового руководителя. Так дешево, и людей жалко, они бесправные. Почему? Допустили диктатуру. Уже ничего не сделаешь, допустили диктатуру. И, кстати, я сейчас свяжу эту тему, обстрелы Киева упоминали. Вот люди. Вы знаете, на прошлой неделе было много у меня общения с киевлянами. Войну надо заканчивать, там это, вот эти обстрелы, все. Они сидят под обстрелами, и мне говорят, да, надо, но. И какое-то есть обязательно но. Сори, у меня просто о свободе другие представления, я такого не понимаю и очень как бы тонко это чувствую. Люди стерпели, терпят, дальше без комментариев. Так а как удалось их так затюкать? Так Ну, как вот, и в России. это ведь очень важно. Смотрите, вы помните, как гордились все, что я прям чувствую, я вспоминаю прям на ощущениях где-то вот на кончиках пальцах ты чувствуешь, что это же как классно, что человек не политик, человек не из системы. В 2019 году, помните, когда выбирали Зеленского? Это же сейчас он придет, он сейчас как по справедливости, не связанный какими-то партийными, политическими, олигархическими какими-то там вот этими всеми обязами. Он прям вот придет и сделает. А у нас получается, что не политик,
смог так ну, нагнуть народ? Не политик. То есть ни одному политику это не удавалось. Я бы не хотел так, это, конечно, так было популярно называть, и до сих пор его сторонники так считают. Зеленский из системы. Зеленский ничего не строил в рынке. Зеленский работал с олигархами, которые платят кэшем или в офшорах, вне финансовой системы Украины. Это не рыночные условия. Таких, на которых, например, как я делал бизнес в Украине, или куча людей, которые нас смотрят. Дальше. Прежние рейтинги канала 1+1 и соответственно, 95-го квартала – это уровень влияния примерно небольшой фракции в парламенте, а может и средней. Объективно. Поступал заказик, пишется сценарий, уничтожается напрочь репутация человека, или обыгрывается как нужно, или наоборот что-то ужасное, хихи-ха-ха, люди сами себя сидят, смеются, я это называю, и аплодируют. Ведь только идиотам может нравиться то, что они делали в плане политики. Вот и все. Он настоящий политик. Более того, я не знаю, вы знаете или нет. Вы знаете, что он подавал кандидатуру баллотироваться с Порошенко в первый раз в 2014 году? Зеленский подавал документы, в последний момент было отозвано. Это официальный факт. Его юристы подавали. Нет, Потом я они не увидели, слышал этого, да. и совершенно точно вам заявляю. Потом они увидели ситуацию, нет, давай отзывать. Ну как это человека можно не назвать политиком? Он сидел на низком старте и только ждал эту команду. Благоприятных условий. И вот они случились в 2019 году. Так я за него голосовал, но я голосовал против Порошенко, потому что то, что вот эти армия Мовавира, вот это все радикальный национализм, прокачка, я знал, что это приведет к беде, и таки привело. И я не думал, что Зеленский это подхватит. Его перевербовали. Ну, то, что его перевербовали, это, конечно, дело такое, но какие основные ну, прогнозы есть на эту ситуацию? И изменит ли что-то разговор Трампа и Си Цзиньпина? Я постоянно задаю этот вопрос в последнее время, не потому что я понимаю, что Трамп и Си Цзиньпин встречаются вообще по другому поводу. Я понимаю, что у них очень свои напряженные, интересные вещи происходят между собой. Даже вот, казалось бы, Япония, да, Япония приезжает к этой новой премьерше Трамп, мило вообще встречаются, она говорит, я сейчас тебя номинирую на следующий год на Нобелевскую премию, получает в подарок вот эту кепки, Япония возвращается, все так хорошо и радужно, подписывают соглашение по редкоземам, хотя там Япония, редкоземы, это такой очень, ну, специфический вопрос, там у них не такие объемы, но тем не менее. Ну, то есть все делают, как бы Трампу угождают. А сегодня Reuters пишет, что, в принципе, ну, там, отказали Трампу в просьбе не закупать энергоносители у России японцы. То есть, если японцы, как бы союзник, несмотря там на все исторические повороты, но это союзник Америки, отказывает в этом, то почему Си Цзиньпин должен соглашаться? Трамп говорит, что он будет просить отказываться или сокращать поставки из России энергоресурсов, но Си, понятно, если японка отказалась, Си тоже откажется. И что, как вам кажется, будет на столе между Трампом и Си Цзиньпином по вопросам Украины? С Японией, во-первых, не все так просто. Подождите еще эти заявления, подождите недельку-две. Как говорил там один классик у вас, 2-3 недельки. Значит, касательно Си Цзиньпиня. 100% об Украине будет речь, но далеко не факт, что потом публично это будет декларироваться после. Вот мы обсуждаем, может, вскользь скажут, мы обсуждали Украину. На самом деле это одна из главных тем, которая является звеном в огромной цепи всяких событий разных. Стратегическая задача Трампа, вообще Соединенных Штатов, это разъединить Россию и Китай. Вот этот союз допустить нельзя. И я так подозреваю, Трамп будет пытаться это сделать, пообещав Си Цзиньпиню какие-то, возможно, торговые выгодные условия, особенно тарифы. Но ты давай закончим войну и не склеиваться Китаю с Россией. Я думаю, в таком ракурсе. Там и об Венесуэле будет, и много какие планы у Трампа. И это огромная одна комбинация, очень крупная комбинация, многоходовая, где Украина одна из сторон, так скажем. Акт действий. Денис, важный момент. Сейчас какая-то оголтелая пошла риторика насчет, ну, опять очередная спираль, очередная, в общем, прокрут этой мясорубки, вражды и раскола между украинцами по теме мобилизации. Ухылянт, не ухылянт и так далее, и так далее, и так далее. В общем, служить будут все, кто не служил,
тот права не имеет, кто воевал, имеет право. И, в общем, мобилизация становится жестче, жестче и жестче. Причем это уже как бы такая тема, достаточно привычная, что ли. Многие люди устали удивляться, устали горевать по этому поводу и расстраиваться, и поражаться тому, что они видят. Устали. Но определенный новый виток и в этой теме. Значит, смотрите, если там ты, вот прям открыто говорится пропагандистами Зеленского, открыто, если ты там смотришь эти видео, у тебя есть они на канале, там, например, или в своих соцсетях, то ты враг, ты ипсошник, ты за Россию. Ну и фраза о том, что все видео сгенерированы искусственным интеллектом Потураева, это, конечно, просто какой-то, вершина. Это вот, знаете, это вот как по фронту, да? Да нет там ничего в Покровске, и Купянск не окружен, и вообще все нормально, и вообще отстаньте, это все искусственный интеллект. И вот сейчас мобилизация, это все вранье, это все русские придумали. Но какие русские? Все прекрасно знают, у людей умирают родственники. Очень такой тяжелый, у меня состоялся недавно разговор, погиб в ТЦК, парень, да, сын, да, а люди в возрасте, и они, короче, они вот, понимаете, они ждут смену власти, если так, знаете, радикально не сказать, ждут Россию. Потому что придут вот эти ФСБшники, и они этих ТЦКшников половят и отомстят. Потому что все эти ТЦКшники не уедут. И я вот понял вот в этом разговоре, да, что этой мобилизация, это прям вырыли могилу Украине в плане там общества украинского, когда все равно какой человеку флаг, ему лишь бы наказали вот этих уродов, которые ловят, избивают и издеваются над... уже сына не вернешь, но тем не менее. Они тоже живут вот этой темой мести. Что вы думаете насчет этой проблемы и почему Зеленский, сохраняет такое молчание, позорное молчание? Конкретно этим людям я сочувствую. Надеюсь, в них говорят эмоции по поводу «ждем Россию». Это слышать просто ужасно. Это уже мы эту тему сегодня с вами обсуждали. Общество, если рассмотреть историю всех диктаторов, и последний пример из этого Россия, то, общество доводит до такой точки ни в один день и ни в один год. В случае с Зеленским, конечно, с опережением графика сильно. После которой уже лично гражданин ничего не может сделать. Вот просто ничего. Ты бесправен, ты запуган. Вот вся эта машина пропаганды на это работала. И поучаствовали абсолютно все. И разные ублюдки типа Петровых, Золкиных, и такие, как Наталка Мосейчук. Вот это СБУ постукает до кожного, это мем. Но в этом же трагедия, когда тебе угрожает ранее топ-журналист самого рейтингового канала спецслужбой. А я знаю еще разные пикантные подробности по поводу Мосейчук, но в эфире говорить не буду. Она тоже там на крючке. Поэтому, Саша, я вообще не знаю. Вы рассказываете убили, у меня там рассказывают убили, везде убили, тут убили, там убили, весь Телеграм убили, побили, избили. И все, и ничего не происходит. И ничего не происходит сейчас. Но градус повышается. И настанет момент, когда вот то, что сейчас не произошло, как у человека там бывает стресс отложенный, потом тебе там плохо, или вот такого плана. Потом оно стрельнет. Поверьте мне, оно потом стрельнет. И Зеленскому на это абсолютно наплевать. Я скажу вам, почему так произошло. Он сам не ожидал такой ситуации по дурости своей. Оно потом уже так далеко зашло, что они понимают, а мы по-другому управлять этим процессом не сможем. Мы не можем провести нормальную мобилизацию, нормальный рекрутинг. Была выбрана стратегия. Вот я уехал из Киева вынужденно осенью 22 года. И тогда я уже почувствовал, что будет. Хотя этого еще сильно не было. То есть была выбрана стратегия внутри зажать полностью страну, истравить, затерроризировать буквально. И я сейчас задаюсь вопросом. Я уезжал из другой Украины, при всех проблемах уезжал из другой Украины. Для чего, имея врага Путина извне, опасного, в состоянии полномасштабной войны, внутри Украины террор против своих людей устраивать, а потом эта тварь выходит, бизнес-омбудсмен,
и рассказывает, что ну тот умрет, тот уедет сейчас с Бангладеша, с Индии приедет, будет здесь жить, работать и будет очень доволен жизнью. Это абсурд. Это абсурд. И я понимаю ответ. А по-другому он не может управлять. Он по-другому, он как Нетаньяху не может управлять. Когда идет война, под тобой шатается, против тебя митинги 100-тысячные, пол Израиля против тебя, половина за, половина против, или там 40% против, много против, так скажем. Глобалисты работают, огромные деньги вкладываются, в медиа мировом куча против... А он не устраивает террор против своих граждан. Вот большая разница. А Зеленский по-другому не может. Потому там и СБУшник в Одессе, и там СБУшник, и там СБУшник. Это очень смешно вообще наблюдать. Секунду про Одессу просто вспомнил. Стоит же кипер рядом с Лысаком. А у кипера жена с русским гражданством. Нормально? Ничего? А они догоняют труха. Ну, короче, это все такая грязь. Это ужасно. Не, ну грязь, конечно, еще та, но опять-таки тут возникает вопрос кормовой базы. Ну, понятно же, с чего они кормятся. Вот сейчас, например, там депутат есть Камельчук, он выходит, это вот новость, которую сейчас распространяют, во время эфира появилась нашего, говорит, представляете, отдельные командиры на передовой перепродают дроны, которые им привезли волонтеры или выдало государство. Вот это, конечно, особый такой лоск или особое, ну, для кого-то удовольствие, когда ты со стороны такой весь, да, там, ни украинец, ни россиянин, никто. То есть ты можешь со стороны вот так смотреть вот это вот и оценивать, как рушится пропаганда. Рушится такими серьезными кусками, да, вот так вот отваливается вот эта штукатурка пропагандистская. У нас, вы заметили, в последнее время не осталось ничего святого. Я это прямо связываю с тем, что когда вот только началась вот эта движ этот по церкви, вот это тогда и началось. Причем это там и при Порошенко еще, вот ничего святого не остается, понимаете? То есть у нас то хотя бы были там военные, самые такие, ну, красивые и здоровенные, им доверяли больше всех там и так далее. Сейчас мы говорим, ну так, военные торгуют дронами, которые везут волонтеры. Военные, там у них порядки такие, что там могут мертвые души получать зарплату за там, 7 пехотинцев на батальон. Тут один нардеп Горбенко рассказывал недавно. То есть внутри у них там, у военных, ну, бардак или и ужас, еще похлеще, чем у чиновничьих кабинетах. Дальше, кто еще может быть? Бизнес. Смешно, да, хоть его и душат, давят, крутят, но он страдает, склады горят, потому что прилетает, ну, по логистике бьет Россия. То есть, понимаете, в чем дело? Военные бы могли бы прийти к Зеленскому и сказать, Зеленский, хорош, мы не вытянем. Вот мы вот тут станем, мы как бы все навоевались. Бизнес пришел бы к Зеленскому и сказал, Зеленский, ты что творишь? Все, давай договариваться. Смотри, тут склад вынесли, тут у нас лекарств не будет завтра, тут у нас там соусы погорели. Это просто кому-то смешно, типа соусы погорели. А люди, у них компания, у них убытки, они Конечно. или закрываться, или что делать. Да, это рабочие места и так далее, и так далее. Там Конечно. Ахметов тот же вышел бы и сказал, все, у меня нет этих ТЭС, давай заканчивать, что делать? Кто там, священники, духовенство, не знаю, учителя, врачи, с разных, вот такое ощущение, что вот почему нет вот этих голосов с разных концов украинского общества к Зеленскому, чтобы он заканчивал? Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Подозреваю, олигархи все равно продолжают зарабатывать. Некоторые, наверное, боятся повторить участь Коломойского. А я считаю, в таком раскладе, как сегодня, он запросто может это повторить с кем-то. Более мелкие тоже аккуратничают, я это знаю лично, и молчат. Что касается военных, с кем не пообщайся, знаете, за остановку войны все, кроме командиров. И я, как человек, который не был на фронте, как бы старался всегда на эту тему сильно не умничать, но уже так не выдержишь, и тут мне присылают классный фрагмент с какого-то эфира, я у себя на стриме показывал последний раз. Значит, военный сидит и сам рассказывает, что командиры не хотят остановки войны. И начинает рассказывать, воду не дают, воду забирают, бабки, там бабки. А я спрашиваю у него, а кем ты был до войны у командира? Он говорит, гастарбайтером. А сегодня я просто красавец, я веду образ жизни предпринимателя.
Вот это по Айн Рэнд, это классика просто. Это когда деньги, ресурсы уходят от креативного класса, созидательного, вот к такому всякому, не будем говорить, показывать пальцами, называть их, в стране кранты. Это уже страна в пропасть уходит. И так оно и будет, и так оно и происходит. Если ты хочешь по жизни денег больших, иди работай, будь профессионалом в какой-то сфере, создавай бизнес, не знаю, доктором, юрист, но точно не вот так вот, вы понимаете? А с другой стороны, это подогревает пропаганда. Помните вот эта Алина Мерседес? Она же вышла, я Rolls-Royce хочу, я это, Бентли. И мы с вами тоже это, кажется, обсуждали пару месяцев назад. Ну, в Америке военные о Бентли не мечтают, вы меня извините. Такие военные, я вам скажу, ого-го, какие военные. Они даже не мечтают о Бентли. Более того, у них как бы этика не позволила бы ездить военному на Бентли. Это совершенно другое. Ну, это, кстати, да. Это, кстати, вот тоже такой момент, да? Военный на Бентли. Она же там где-то засветилась. Вы заметили, как меняется сленг? Они говорят «ухилес». А есть еще Да. шутка такая, знаете, как бог ТЦК. Это Годин. И всем так смешно, и все такие радуются. Ну, обычно радуются Да. те, кто к ТЦК не имеют никакого отношения, или у них крыша, или бронь, или повод, или что-то, и они вот себя вот так вот, как бы, да, посмеиваются над этим процессом. А на самом деле страшные же вещи происходят. И Это плакать нужно, а не смеяться. так а что будет после войны, понимаете? Вот после войны. Я думаю, что вот это перемирие, почему... Ну, это мы тоже с вами говорили в каких-то там позже эфирах, раньше имеется в виду в эфирах, когда Трамп, и кажется, Трамп, вот Лукашенко молодец, все-таки наметан глаз у него. Он говорит, Трамп по поводу Украины, это все спектакли. То есть мы, в принципе, это и наблюдаем. Смотрите, спектакль в овальном кабинете, спектакль такой, дам томагавки, не дам томагавки, хотя понятно было, что никто ничего не даст. Ну, то есть это все вот эти все моменты. И вот эти все спектакли, а цена, получается, это жизнь зрителей в этом моменте. И вы понимаете, в чем дело? Вот эта вот надежда появилась, казалось бы, когда Трамп принял сторону и сказал четко, никакого перемирия, будет мирный договор и все закончится, то есть без паузы. А Зеленскому нужна пауза именно потому, чтобы сохранить вот эту систему вертикали и управления, тоже ТЦК, потому что если условно войны завтра не будет, потому что она закончилась, и у нас есть мирный договор, который позволяет не начинать ее снова, то ТЦКшники остаются не нужны. Если ТЦКшники не нужны, значит, их пойдут бить. Ну, так я очень и очень книжно выражаюсь. Ну, кто-то убежит, кто-то не убежит, не все убегут. И конкретно там ребята, которые тягают за ноги, полиция. У нас вообще полицейское государство какое-то стало, понимаете? Полиция Конечно. стала... Вот почему-то они были раньше над схваткой, как-то хотя бы в стороночке стояли, а сейчас они прям перенимают вот эти методы. И вот это страшно. И тогда начнутся как бы расправы. Как вам кажется, ну, разогнать ТЦК, разогнать полицейских, ну вот грузинский какой-то нужен путь. Помните, когда Саакашвили всех уволил, а потом всех набрал? Проблемы эта глубинная не решила, но хотя бы вот эту декорацию сменила. Нет, решила в Грузии проблему на какой-то период. Все, например, вся моя программа реформ, это нужно всех чистить, всех ментов на выход, всех судей на выход. Вы иначе систему не очистите. Никакие полумеры в такой как страна, как Украина, уже не поможет там, где мы. Но вы затронули сразу много вопросов. Я объясню вам, в чем план Зеленского по поводу перемирия, не перемирия. Почему он всегда за перемирие был против устойчивого сразу мира, сесть и договориться. Потому что все знают, кто такой Путин. Плюс есть у Зеленского возможности. Суть, чтобы перемирие сорвалось тем или иным образом. И когда будет договорено перемирие, оно сорвется, Зеленский звонит Трампу и говорит, ну я же вам говорил, с ними невозможно договариваться. Поэтому дайте оружие, дайте бабки, и я тут буду, как он Туску сказал, 2-3 года еще воевать. Вот в чем замысел. А если Трамп с Путиным ударят по рукам, уже извини, уже никуда ты не денешься, придется выполнять. Вот такой вот план. По поводу томагавков. Ситуация в том, что у них в команде Трампа всерьез никто и не рассуждал. И заведомо этого не было. Это было только для медиа и для прессы.
И Зеленский был расстроен почему так после Вашингтона? Не просто потому, что их не дали. Потому что там он понял, что этот вопрос никогда не стоял реально на повестке дня. Понимаете? А про ТЦК я хочу вам сказать, я хорошо знаю ситуацию. Значит, в ТЦК работают разные люди. Реально много военных, которые были реально в боевых действиях. Но там есть и люди, которые осознают, мужики, если я не здесь, то я на другой стороне, меня будут также паковать. И они себя стараются вести более-менее прилично. Плюс руководство, где-то полные людоеды, где-то более-менее вменяемые. С ними везде работают СБУшники и так далее. Но суть не в этом. Суть в том, что должны быть наказаны, как всегда, заказчики. Верхушка айсберга. Исполнители – это Украина, это государство. Ты какой, не дай приказ, все будут выполнять, все и всегда. То министр МВД есть Клименко? Это же при нем менты это делают. Вот с кого должен быть спрос. Это все преступники, это все преступления против своего народа. Вы думаете, Зеленскому выгодна бусификация в том виде, в котором она сейчас есть? Конечно, я же вам сказал, это часть одной большой стратегии стала. Мы только так можем удержать ситуацию, запугав всех, просто, я не хочу говорить до чего. Чтоб штаны накладывали, так вам скажу. Всех, вся, и политические, и просто граждан, и медийно. Вот в чем задача. И так мы можем, пользуясь случаем, мы так будем все удерживать. Изначально у них в планах такого не было. Вот там телемарафон, и этим все ограничивалось. Ну, ясно. Вот эти все ролики, это как бы антителемарафон. Да. Антителемарафон, а потом возмущаются, а кто это все снимает? Враги какие-то? Не враги, украинцы. Но все публикуют. Да. Вы сегодня приводили пример, чудак сказал, что если ты публикуешь там хоть раз ТЦК, все, ты враг, тебя там нужно. В эфире за государственные бабки созданная передача, Золкин, мент, который убийца, которого раньше выпустили по закону Савченко, слепили пропагандиста. Мне понравилось, они, Шихман, вы видели, нет, дали эфир Ирине, Золкин, и там в какой-то штрих еще второй его, она их там разорвала. А у них там охрана, СБУ, все, важные ребята. Вот как это все работает. Это огромные бабки, и это очень продуманный процесс, то, что они вытворяют. И поверьте, они ничего от себя не говорят. Они говорят то, что им сказали. Да, друзья, подведем итоги нашего сегодняшнего опроса. Закончите предложение. Покровск – это ворота в 4%, в Минск 3 заморозки. Значит, 12% в Шатун. Ну, Покровск подорвет авторитет Сырского, Зеленского, имидж, в общем, фортеции вот эти. Поэтому Шатун начнется. 34% это от эскалации и дальнейшая потеря территории. Ну и 49% это в никуда, потому что, знаете, отморозятся на голубом глазу, скажут, ничего нет, ничего не было, и вообще все хорошо. То есть так задумано было. Ну, то есть, видите, как согласились с вами, с вашим мнением, которое вы высказали в самом начале люди. Угу. От этого обидно. Ну, обидно. Ну, в смысле, как это Покровск? Столько людей полегло, столько народу там. Понимаете, а ради чего? Ради того, что да, так и было, так и хорошо. Нет ни одного пункта, нет ничего в перспективе, чтобы изменило ситуацию кардинально. Чем дальше, тем только хуже. Ну ничего не может повлиять, Украина выровняла, еще там как-то никакого преимущества быть не может. Россия слишком крупная страна, слишком много денег, Европа финансирует путинский терроризм, номер один покупатель газа, я смотрел последние данные. Все, замечательно. А ты, Зеленский, давай там свою страну воюй, заводы военные строй и в крови там топи своих граждан. Вот такая вот стратегия. Все это понятно. Перейдем к вашим вопросам, уважаемые друзья. Давайте сначала сообщество, потом чат трансляции. Так. Здравствуйте, Александр. Так, тут про Спивака давайте вопрос к Денису. Я это пропущу. Ну, по поводу, в общем, Зеленскому нужно сорвать переговоры между Путиным и Трампом в Будапеште. Или вроде как договориться. Ну, в общем, рассуждение. Вопрос к Денису. Алексей задает. Почему, на его взгляд, сорвались переговоры между Россией и Украиной 28 февраля 2022 года и 3 марта 2022 в Беларуси? С уважением. Да я не знаю, у вас же бывает Арестович, который участник переговорной группы. Это он пусть рассказывает. Я знаю, Стамбул же был в мае, насколько я помню. Нет, я так понимаю... Это Минск, я не знаю. Это переговоры самые первые. Ну, то есть... Да, я помню. Да, на вертолете, когда, кажется, летали там в Беларусь, это я помню. Но я не знаю, это пусть рассказывают те, кто участвовали в событиях. Про Стамбул я некоторые моменты знаю, а там нет.
Так, значит, добрый вечер, Александр Денис. Вопрос. Штатовские демократы успешно отвоевали в Украине демократию, как они ее понимают. Труханов не даст соврать. Теперь штатовские республиканцы объявили крестовый поход против наркокартелей. Зеленского это может беспокоить? Ведь сейчас наркотеррористам, угрожающим США, могут любого назначить. Заранее спасибо за ответ. Да не, ну я не хочу, знаете, я не люблю таких слов, но это настоящий ватник, вот и все. Он ни дня в своей жизни не жил, этот слушатель, в демократии, и он рассказывает про американскую демократию. В Украине нет никакой демократии, и настоящей никогда не было, подобие какое-то было. А в Америке настоящая демократия. Но этому человеку это биологически не понять. Не, ну почему? Слушайте, можно развешивать ярлыки, но суть-то от этого не меняется. Смотрите, под темой наркокартелей Трамп Венесуэлу на крючке уже держит. Трамп уже Колумбию присовокупил. Точно так Так а же. демократия здесь при чем? Нет, ну так раньше просто это под эгидой борьбы за демократию. Там Ирак, вот эти все, скажем, страны, поэтому, ну, Югославия не демократичная была. А сейчас это вот другой повод, там наркокартели. Вот так под темой наркокартелей США идет в Южную Америку. И вполне вероятно, что может быть война. Да, и она будет, ограниченная, но будет. Вы меня пригласили на эфир там, после победы Трампа, через месяц, через два, я вам сказал, есть план всех диктаторов в утиль. Я вам туда назвал и Венесуэлу, и Кубу. Рик Скотт, сенатор от Флориды, штата, где я живу, недавно дает интервью и называет тоже вам и Венесуэлу, и Кубу. Остальное по зрители додумают дальше, в том числе тот, который вот это из России пишет. Мгм. Значит, Александра, получается, на Аляске Путин принял план Уиткофа, а всемогущий Трамп не смог выполнить свою часть этого плана? Можете мне пояснить, Саш, я что-то не понял вопрос. Смотрите, россияне говорят, ну, тут просто я немножко сокращаю длинные вопросы. Ну вот, Я так... да, смотрите. Ну хорошо, давайте полностью. Теперь снова, получается, перекрасился не в сторону долгосрочного мира Трамп, а, как говорил на пресс-конференции в Анкоридже, а в сторону прекращения огня. Почему виновата Россия, если в Анкоридже, по словам Лаврова, они переспросили американскую сторону, правильно ли они поняли этот план, им ответили «да», и они его согласовали. То, что Трамп не смог выполнить свой же предложенный план, кто в этом виноват? Как по мне, изменение позиции США с долгосрочного мира на прекращение огня показывает, что это был театр с их стороны, потому что если решить первопричины, США потеряют полезный актив, который бьет по России и отвлекает Россию на войну. Первое, то, что называют они первопричинами, к сожалению, это как бы они выигрывают в плане пропаганды. На самом деле и я за то, что они называют первопричинами. Язык, религия и политическая свобода, свобода слова, это нужно решить. Это вопрос не Путина и русского мира, а демократии в Украине, в моем понимании жизни. Что касается, человек цитирует Лаврова, но это, мне кажется, сомнительно. Лавров перед войной говорил, мы не собираемся воевать с Украиной за пару месяцев или за месяц. И в итоге что случилось? Поэтому я не буду комментировать Лаврова, человека, который верит Лаврову. Нет, так и прокомментируйте Америку. Ну, Трампа. Смотрите. Америка ничего не срывала. Смотрите, это или шоу, чтобы война условно продолжалась и ослаблять Россию, пускай тратит ресурсы на эту войну. В Анкоридже имеется в виду. Или действительно о чем-то договорились, но у Трампа не получается выполнить договоренность Анкориджа, потому что есть условно Европа и Зеленский, которые играют свою игру. Вы знаете, что там было условлено о неком компромиссе со стороны России? Но Путин же тоже это не выполнил. Там не выполнил никто и ничего в тех договоренностях. Они, видимо, не дееспособны, не жизнеспособны. Речь шла о компромиссе со стороны России. А потом оказалось, что Путин под компромиссом воспринимает линию разграничения. Вот это максимальный компромисс, на который готова Россия. Это же как? И Донбасс затем обсуждался. Ну, территория Дати, которая подконтрольна Украиной, и Трампу это сильно не понравилось. Поэтому кто там что не соблюдал, мы можем только гадать, мы там не присутствовали. Но верит Лаврову это. Угу. Значит, вопрос гостю от Оксаны. Денис действительно считает, что есть страны, в которых люди могут повлиять на какие-то решения политиков. Даже протесты не помогают. Этому много примеров. Есть пример, когда протесты принесли людям ощутимый положительный результат в борьбе. Хотелось бы о нем услышать. Хороший Еще вопрос, раз вам кстати. говорю. Да, вопрос хороший.
человека биологически такой уже склад ДНК и так промыт мозг, он себя воспринимает как животное, у которого есть хозяин. И по-другому такие люди жить не могут. Я им это не смогу объяснить. Они просто меня не могут биологически понять. В Израиле влияют люди на ход событий, в Аргентине люди влияют на ход событий, в Америке люди влияют на ход событий. В любой демократической стране люди влияют на ход событий. Не Количество клеится, настоящей подождите. демократии меньше в мире, да. Ну, не клеится, Денис. Ну что, Что не клеится? сильно повлияли протесты на Нетаньяху? Ну, конечно, это влияло на его решение, так или иначе. Ну вот сейчас, например, протесты по США, да, там 7 миллионов человек, no kings, вот это типа, нет королям. Да. Ну да. что, она сильно влияет на Трампа, как вы думаете? Да подождите. Ноукинс финансирует Сорос, кстати, как и против Нетаньяху. Это все совсем другое. Человек, наверное, спрашивал про настоящие какие-то протесты. Ну да. Но он почему-то дальше не продолжает тему. А выборы? В Израиле проводятся честные выборы, в Америке честные выборы. Один раз подтасовали демократы чудом, наверное, впервые в истории США. Вот как это произошло. Эта проблема решена. Да, большие проблемы с демократией в целом мире. Но человек не понимает, что могут быть честные выборы, а не Путин придет и нарисует 70%. Или Лукашенко. Им это просто, они не могут этого понять. Что так бывает, вот так бывает. Нет, вопрос-то не про выборы был, а про то, что какой протест победил. Нет, там было, где человек вообще влияет на что-то. Начало было такой вопрос. А потом уже были про протесты. Везде в демократических странах люди влияют. Эти замеры проводятся. Власть боится, в конце концов. Она чувствует, что под ней шатается. В Америке у людей еще оружие есть ко всему, и в Конституции прописано право на вооруженное восстание. Конечно, свободные люди просто до мозга костей. А людям этим внушили все, везде все фейк, везде витрина, на самом деле везде одинаково. Но это не так. Конечно, любое государство стремится подавить граждан, сейчас кроме Аргентины. Конечно, априори так устроено. Но это не отменяет демократии. Что в Швейцарии нет демократии или в Австрии? Есть. И две, наверное, последние европейские страны, где есть демократия. Мне просто интересно в Аргентине, да, то есть там же ужас. Протесты, экономические реформы непопулярные. Сказать, что Милей, сегодня Зеленский во время нашего эфира он сообщил, что созвонился с Милеем. Очень, но он побеждает его партия на выборах, Милея. Да. Да. Хотя там и протесты, и там и пенсионеры в шоке, и все, конечно, то есть там нестабильная ситуация с точки зрения вот социального напряжения. То есть люди протестуют, а на выборах я больше того скажу, если завтра в Украине придет человек моего плана с таким пакетом реформ, и тоже будут такие же протесты, все то же самое, что в Аргентине, поверьте мне. Это судьба любого общества, которое жило неправильно, в котором не было экономики настоящей рыночной, и было много халявщиков, коррупции, мелкой особенно. И, конечно, будут многие недовольны. Естественно. Это абсолютно нормальный процесс. Везде реформаторы натыкались на большое сопротивление. Как по маслу нигде не идет. Он получил 40% в парламентских выборах. Огромное количество, там двухпалатный парламент, сенаторов и депутатов. Реформы полетят еще быстрее. Елисевич реально считает, что Лукашенко и Путин рисуют себе 70%? Не 70 не рисуют. Я согласен, что их поддерживает очень много людей. Они докидывают сверху процент. Я не говорю, что если бы не было дорисовки, то они бы проиграли. Я же так не утверждаю. Сломали людей, много рабов, да. Людям нужен рабовладелец таким. Ну, сочувствую. Так... Ну, опять-таки, тут споры идут, честные выборы в чате трансляции. Где вообще честные выборы? Ну, то есть, есть скептицизм по поводу честности проведения выборов, особенно, вот, знаете, после Румынии, так вообще. Вы знаете, что я против этого, я это освещаю и против этого выступаю. Это неправильно. То, что Дуров рассказал о давлении французских спецслужб, удаляя каналы там про молдавскую политику, про румынскую, потому что они плохие. Я это все осуждаю, выступаю против этого. Европа в беде. Угу. Как Елисевич относится к делу Монтян? Такой вопрос. Я не слежу. Мне этот человек просто категорически неприятен, она сумасшедшая, я не слежу за ней. Так. И не знаю даже, о чем речь. Значит, так. Вопрос Елисевичу. Нет мысли, что у Путина, как и у Зеленского, выход из патового положения только ва-банк.
война с НАТО, Европой, и под этим предлогом всеобщая мобилизация. Не. Путин избегает как может всеобщей мобилизации, это сильно ослабит его политические хорошие результаты. Никакой войны с НАТО не будет. Нет, смотрите, тут очень важно, я понимаю, о чем человек пишет. Он пишет о том, что по большому счету, ну там разница большая. Зеленский в начале войны имел рейтинг 16%, и его там Да. чуть ли не сносили. Ну вот Да. откровенно. У Было. Путина другая история сейчас, поэтому ему не надо бросать в топку страну, чтобы там чего-то сохраняться у власти. Ну, конечно. Конечно. Это только Зеленский мог такое придумать. Хотя, ну, довести можно было до вот этих обстрелов, когда ракеты полетели в первый день. Помните, все, конечно, переполошились, люди побежали в военкоматы. Вот на этом можно было остановиться. И как бы, но не остановились. Путин продаст любой исход как победу, я это четко понимаю. Его политики никак это не повлияет рейтингу его политическому, любое окончание войны. Так а Зеленский тоже любой исход продаст как победу. Попытается. А продаст ли, мы посмотрим. Лина Востроилова, почему люди идут во власть? Не потому же, чтобы поправить свое материальное положение или поднять тестостерон? Или просто нравится? Интересный философский вопрос. В постсоветских странах идут воровать. Это абсолютно точно. В приличных странах не идут воровать. Хавьер Милей не шел в Аргентине воровать. Он шел входить в историю и делать великие вещи. Идут строить страну, в которой самим захочется жить. Вот Трамп вам пример. У человека есть все, миллиарды, влияние, все на свете. Гольф-клубы, сиди, играй себе во Флориде в гольф. Поперся, стреляли в него. Для чего? Хочет внукам оставить, детям оставить великую Америку, в которой можно жить, зарабатывать нормально деньги, демократию. Вот такие люди бывают. Мало, но такие люди бывают. По-советски в Украине люди они не могут понять, что так бывает. Это в частности меня касается. Что мне только не лепили, кого, никакие спонсирования, финансирования, агент, переагент, но ничего этого нет. И все. Сергей спрашивает, признает ли Елисевич, что США и ЕС намеренно вырастили монстра Зеленского в собственных корыстных интересах? ЕС, да. ЕС однозначно да. Вырастили, это тоже не был продуманный план. Воспользовались ситуацией, точно да. США нет. Администрация Байдена, демократы да. Но они его тоже не уважают. В частных беседах сами демократы, которые как бы работали, они о нем отзываются очень неуважительно. Как там это, что-то заноза в заднице, что-то такое? Это только то, что всплыло в прессу. На самом деле там более, это прям Байден, а там более лица, которые ниже, они, мягко говоря, не в восторге. Все понимают. Следующий вопрос. Друзья, извините, что не... Мне там писали мне, я так и не понял, если честно, как это перенастроить, чтобы видно было в чате ваши имена, а не то, что там после собачки пользовательская YouTube, поэтому я не называю имен. Вот, поэтому следующий вопрос. Какие требования России вы считаете приемлемыми для мира? В чем должен уступить Зеленский? Или нельзя принципиально ни в чем уступать? Уступать придется. Если мы говорим серьезно заканчивать войну, уступать придется, потому что Украина в состоянии того, кто слабее. Россия сильнее. Мы проигрываем. У нас нет ресурсов. Мы это с вами уже все 1000 раз обсуждали. Мы должны идти на компромисс. Но я выступаю за то, что компромисс может быть на пользу Украине реально. Русский язык, свобода религии, повторяю, свобода слова, не лезть в политику, вот эти политические преследования. Это же все для демократии Украины. Если попутно Путину это тоже ок, ну он говорит, что я вот это хочу сделать, какие вообще проблемы? Давайте еще раз рассмотрим. Русский язык сегодня есть в Украине? Половина страны говорит по-русски. Внеблоковый статус, ну мы не в НАТО, не члены НАТО, мы не члены НАТО. Русская церковь есть? Есть. В чем вопрос? Принять то, что есть сегодня? Вот так же все получается? Не, сейчас там подождите. Не-не-не-не. Что значит русская церковь есть? Вы Ну, видели? есть на нее гонение, но она же присутствует. Нет, подождите. Это отличная история, просто, знаете. Ну, ты кашляешь, но это же еще не туберкулез, понимаете? Ну, А я не это имел в виду, вы прекрасно понимаете. Я против гонений. Я за то, что если человек работает, этот священнослужитель работает на российские спецслужбы, он должен идти под суд. Но прекращать всю конфессию, всю религию закрывать – это идиотизм. Так нельзя делать. Вопрос, почему молчит НАБУ, если полномочия им вернули? Ждут сигнала из Белого дома? Да там идет сумасшедшая война между НАБУ и СБУ, и еще многое впереди.
Я не знаю, Белый дом не курирует НАБУ. НАБУ – это продукт глобалистов-демократов. Республиканцы не участвовали в создании НАБУ и относятся к этому ровно. Администрация Трампа. Вопрос. Как ваши слова о настоящей демократии в США коррелируют с грязью и махинациями последних 3 выборных циклов? Как это вяжется с непрозрачной избирательной системой Америки? Так я же сказал, что демократы перенесли самые плохие практики. Раньше никогда этого не было. Я против этого выступал, я поддерживал президента Трампа десятилетия. Вот и все. Просто не был медийным человеком. Еще в Киеве сидел, открыл YouTube-канал, поддерживал президента Трампа. Устойчиво, не так, как некоторые, не будем называть фамилии, виляли хвостом, каждый день меняя мнение. И по сей день это делаю, потому что я делаю просто идеологию, а не нравится, симпатичный или нет человек. Демократы – это страшное зло. И я вам говорю, они использовали обкатку разных технологий в Украине конкретно, а потом сюда переняли. Это просто факт. Угу. Нет, действительно, ужас, конечно. Почтовое голосование, вот эти все... Да, ну это абсурд. Это, У человека нет гражданства, он идет голосует. Это ж с ума можно сойти вообще. Да, значит, вопрос Денису. Вы, Александр спрашивает, вы разделяете Байдена и демократов в США? Нет, Байден это в чистом виде демократ. Внутри демократов есть некоторые кланы и борьба, как и везде. Но Байден вел ту же политику абсолютно чудовищную с точки зрения человечества. Камала то же самое проводит. Результат мы видим, посмотрите на их детей, или в Калифорнии на голливудских звезд, через одного трансгендера или типа того. Это же все к этому привело. Это вообще там ужас, это длинная тема. Демократы это чистое зло. Я думаю, что их партии в таком виде конец. Угу. Значит, был тут еще вопрос. Улетел, по-моему, да, что-то. Да, ладненько, друзья. Значит, тоже что-то про Америку, что-то интересное прям был момент. Ну, если интересно, зачитайте. Да я просто как бы чат летит, я выпустил из вида, а он как бы пролистнулся. Что-то там. Что-то про Эпштейна я просто помню. Насколько... Ну, да, давайте, извините, пожалуйста, друзья, это моя запара, я тут, видите, увлекся. Байден, демократия было, да. Ну, бывает такое, все вживую. Смотрите, как бы все вживую. Про Эпштейна был вопрос, в общем, сможет... Ну, давайте так, я от себя тогда задам. Сможет ли Трамп как бы переступить через эти все претензии дела Эпштейна или уже переступил, как вам кажется? Нет, от него не отстанут определенные люди с этим делом. Рано или поздно что-то будет опубликовано. Там очень много тонких моментов, и в нынешних медиа любая фамилия в любом списке сразу будет окрещен педофилом, там, короче, и всем остальным. Но постоять рядом с Эпштейном, или даже с ним поужинать, или даже сфотографироваться, это еще не значит заниматься теми делами, которые он занимался. И вот в этом вся загвоздка. Да, друзья, всем большое спасибо за то, что побывали здесь на прямом эфире. Тут кто-то пишет, админы есть, нет админов, все вживую, поэтому все вот так вот и... Ну, зато все как есть, все честно. Все открыто и все в прямом эфире. Подписывайтесь на Елисевича, подписывайтесь на Шелеста, ставьте лайк и пишите в комментариях, что вам понравилось, что не понравилось, с чем согласны, с чем нет. Денис, благодарю за время и мысли. Спасибо, Саша, и спасибо даже хейтерам, за то, что смотрели. Ну, знаете, высота аналитики в том заключается, что вчерашний хейтер становится сегодняшним поклонником. Иногда бывает наоборот, но не всегда это показатель высоты. Самое главное, это чтобы мы могли думать, общаться и высказываться. Этого очень не хватает в Украине, этого очень тяжело добиться и в мире с последними там, да, вот этими изменениями, но мы все-таки надеемся, что это никуда не денется. Поэтому высказывайтесь в комментариях и берегите себя и друг друга. Добра и света.